Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! А кто не подписан на мой канал, не забудьте обязательно подписаться, потому что впереди будет еще очень много интересных уроков. Сегодня же мы с вами разберем небольшую коррекцию ногтей и сделаем на них дизайн в стиле паутинки. Ноготочки у этой клиентки стали очень коротенькими, потому что девочка занялась лепкой роз из шоколада. Ой, какие красивые розы она лепит, просто потрясающие. Но теперь ноготки ей мешают, поэтому длину убираем практически под ноль. Снимаем объем материала в зоне апекса, убираем цветное подкрытие, в общем, подготавливаем ноготки так, как мы уже давно привыкли. На указательном пальчике у нас получилась небольшая отслоечка материала, но это самые рабочие пальцы, и слава богу, коррекции уже 1,5 месяца. Поэтому отслойка это не потому, что материал отслоился от ногтя, а потому что в процессе всяких физических нагрузок он просто от ногтя оторвался. Как обычно, убрали птериги, пробегаем по ноготочку праймером, наносим слой базового геля, и в данном случае моделировать мы будем при помощи полигелей. Работаю в данном случае полигелем от компании Blue Sky, потому что это самый плотный камуфляж в моей линейке. То есть даже на такой небольшой высоте апекса он не будет прозрачным. Соответственно, ноготочки у меня будут выглядеть натурально. Ссылочки на материал, как обычно, оставлю вам в описании. Выкладываю материал апельсиновой палочкой, потому что мне почему-то лень было взять кисточку. Я решила попробовать, как же он раскладывается именно палочкой. В принципе, неплохо таки раскладывается, очень даже нормально. Поэтому можно заменить смело кисточку на апельсиновую палку. Палку точно так же, как и кисть, смачиваю в альфа-септине. Моделирую ноготочки, и поскольку ногти натуральные у меня вниз растущие, сразу же раскладываю больше материала на кончик ногтя. За счет этого материала я потом подниму клюнувший носик. Сейчас для меня коррекция жидкими гелями и полигелем по времени уже становится приблизительно одинаковой. Потому что я набила руку на выкладку полиматериалов, и поэтому минимум опила в данном случае приводит к тому, что время сокращается, но здесь максимальное время идет на выкладку. В жидких гелях наоборот, минимум времени на выкладку, но максимум на опил. Поэтому, в принципе, по итогу я специально засекла время на этой коррекции. Я в 40 минут поместилась и там, и там.
опиливаем наши готовые ноготочки. Поскольку материал выкладывается очень точно, опила здесь буквально-таки 2 взмаха пилочкой. Поэтому очень быстро опиливаем, создаем форму квадратик и переходим к дизайну. Но в данном случае мне позвонил ребенок, начал кричать в трубку: «Мама, мне в ухо залез жук». И я пошла спасать своего дитя, поэтому, к сожалению, не сняла покрытие, сняла только паутинку, на ней мы немножечко и остановимся. В общем, теперь у нас дизайн гелем паутинка. Делается он буквально-таки за считанные секунды. Самое сложное в этом дизайне — это набрать капельку из баночки, потому что она заразюка тянется. И теперь, когда есть на кисточке большая капля геля, из которой будет тянуться паутинка, мы растягиваем такие линии, которые нам необходимы. Девчонки, вот здесь нюанс. Оставляйте на кисточке максимальную каплю материала, потому что если материала на кисти не будет, тянуться будет нечему. Ну а в целом вот такие вот ноготки у нас сегодня получились. В стиле минимализм, все как вы любите. Поэтому я надеюсь, вам понравилось. Встретимся в новых уроках. До новых встреч. Пока!